В этом видео я хотел бы поделиться с вами очередным открытием столяра-любителя. Как сделать мебельный фасад своими руками, а точнее мебель без ручек своими руками. То есть фасады без ручек. В одном из предыдущих видео про шаблон для фрезерования. Сам результат фрезеровки мне не очень понравился. Показалась неудачной форма ручки и ее профиль. Сейчас попробую второй вариант и приглашаю всех зрителей оценить результат. Здравствуйте, меня зовут Юрий, и я рад вас всех приветствовать на своем канале. Для тех, кому еще не удалось посмотреть предыдущее видео, скажу, что я делаю двуспальную кровать своими руками. Кровать будет с выкатными ящиками. Для этих ящиков нужны фасады. И вот фасады будут с так называемыми интегрированными ручками. Вот новая тестовая заготовка. На ней и будет производиться первый эксперимент. А вот новый шаблон для фрезеровки. Как я делаю эти шаблоны очень быстро и очень точно, я показал как раз в том видео про первый вариант фасада без ручки. И ссылка на него будет в описании к этому видео. Сейчас длина ручки будет чуть короче, и углы будут не прямые, а скошенные под 45 градусов. Ну и рассчитал в соответствии с теми размерами и диаметрами копировальных втулок и фрез, которые имеются в наличии. И сразу, исходя просто из имеющегося опыта, сделал вот такой островок. Дополнительную опору для подошвы фрезера для большей его устойчивости. Креплю, как и положено, заготовку к столу, делаю на ней разметку, как будто взаправду. И уже по разметке равняю и креплю к заготовке шаблон. И делаю первую фрезеровку. Втулку диаметром 24 мм, фреза диаметром 10 мм, чтобы убрать лишний материал еще до формирования профиля ручки. При первой фрезеровке, кроме самой заготовки, будет придана необходимая форма и профилю на бруске шаблона, который выполняет функцию противоскола на выходе фрезы. Закончив выборку, примеряю ход фигурной фрезы. Получается, что островок слишком большой, и фреза не проходит в узком месте. Не вопрос, что нам стоит чуть подрезать шаблон, да ничего. Кстати, о фрезе. Фреза с названием ручка, ее диаметр 38 мм, диаметр копировальной втулки 30 мм. Из-за того, что диаметр фрезы больше диаметра втулки, при таком сочетании будет безопасно работать только фрезером, который дает возможность ограничить подъем фрезы вверх, чтобы при случайном отпускании фиксатора глубины у нас вся эта конструкция с треском не разлетелась. Вот этот фрезер Makita такой ограничитель имеет, а вот предыдущий DeWalt нет. Выставив фрезу по глубине уже выбранного паза, я добавляю буквально 2,3 мм глубины, выставляю регулятор оборотов на 4 и фрезерую. При таком сочетании фрезы и втулки подключить штатное пылеотведение невозможно, поэтому приходится смириться с большим количеством мелкой стружки и пыли и готовиться к очередной уборке в мастерской. А пыли действительно очень много из-за такого профиля фрезы. И вот такой получился тестовый результат. Прижогов нет, вышлифовывать ничего не придется, хотя я этого немного опасался. Возможно, с первого раза удалось установить правильное число оборотов. И вот сравнение с предыдущей версией. К качеству фрезеровки у меня нет претензий в обоих случаях. А вот форма ручки и профиля как-то лучше подходит к такой толщине фасада, согласитесь? Да, я применил две разные фрезы ручка. В первом случае вот такая, диаметром 19 мм и максимальной глубиной тоже 19.
а во втором диаметр 38, и она глубже. Это какая-то новая, более дешевая серия фрез бренда CMT, название серии «Контрактор». Как они режут, вы наблюдали сами, ну а сколько они будут ходить, сколько отработают на лиственнице и дубе, мы еще проверим и увидим. Скорее всего, с меньшей фрезой я буду делать фасады на кухонном гарнитуре, который вы обязательно увидите, если... Ну вы же понимаете. А теперь проверка в бою. Настоящий фасад, настоящая лиственница, настоящая фрезеровка. Под музыку. Вот результат. Меня он полностью устраивает. В следующих видео вы увидите фасад на выкатном ящике под двуспальной кроватью. А сейчас я с вами ненадолго прощаюсь. До следующей встречи.